Сегодня мы разбираем нишу электротранспорта. Я продал свою машину, чтобы купить большую партию электросамокатов. И за 5 дней продал первую партию. Когда Citrus рекламирует свои электросамокаты, большую часть клиентов забираем мы. Привет всем! Сегодня мы разбираем нишу электротранспорта и поговорим с Вячеславом Панасюком, который занимается продажей товара по дропшиппингу и в частности электросамокатов. Поехали! Привет! Приветствую. Ну что, как у тебя пришла идея заняться продажей электросамокатов? Ну, идея пришла тогда, когда я хотел купить себе самокат и просто банально не мог его найти. Мне пришлось ждать месяц в Китае самокат. Я его купил 2 года назад, свой первый самокат. И потом я понял, что есть такие же люди, как я. Пришла идея заказать партию и протестировать продажу электросамокатов. Насколько я знаю, у тебя есть машина. Зачем тебе электросамокат? Честно, у меня такая история, что я продал свою машину, чтобы купить большую партию электросамокатов. То есть ты сейчас без машины? Сейчас да. И ты передвигаешься исключительно на самокате? Я передвигаюсь на другой машине друга, но моей машины уже нет. Я понял. С чего вообще начинал? Как стартовал? Где искал поставщиков? Как это все начиналось? Ну, я начал искать поставщиков в Китае, там же, где я брал свой первый самокат. У меня есть друг, который живет в Китае, это сейчас мой партнер, и он предложил мне взять первую партию, пробную из 10 самокатов. Я ее заказал и за 5 дней продал первую партию. Когда ты продавал машину, ты понимал, что тебе нужен необходимый набор инвестиций. Сколько минимально нужно, чтобы заняться самокатами, электротранспортом? У меня немного история отличается от других, потому что я пошел ва-банк. Сейчас, чтобы купить электросамокаты, достаточно купить 3-5 штук, купить оптом. Ну, насколько я понимаю, он же идет месяц, но купил ты 3, продал, потом месяц ждешь, или есть более простые варианты? Смотри, когда я начинал, у меня была боль, я не мог найти, где купить электросамокаты в Украине. И я понял, что мне нужно стать этим человеком, кто их продает в Украине. Сейчас вышел на оптовые продажи, и сейчас людям, которые хотят сотрудничать, хотят попробовать протестировать эту нишу, они могут купить электросамокаты оптом уже в Украине у меня. То есть, если есть люди в регионах или в Киеве, которые хотят продавать самокаты, можно к тебе обращаться за оптовыми ценами? Да, совершенно. То есть, можно самому в Китай не ехать? Да. Когда ты начинал, у тебя был какой-то глобальный бизнес-план, цель захвата всего электротранспорта? Или это было просто «хочу»? Как это было? Я решил протестировать. Я просто выложил 2 объявления на OLX и уже к вечеру получил первые заказы. И тут я понял, что это работает. А когда ты выкладывал объявления, ты уже заказал самокаты или ты еще только попробовал? Честно, я уже их заказал, поэтому мне нужно было их продать. И получилось. А сейчас у тебя какая цель? Что ты хочешь построить? Я сейчас разработал франшизу, ищу партнеров в регионах, людей, которые хотят заниматься чем-то новым. У меня глобальная идея, потому что это экологический транспорт, и мне хочется его продвигать в массы. И также мы вышли сейчас на оптовые продажи. А какая у тебя ключевая метрика измерения, скажем так, твоего успеха, либо твоего уровня достижения цели? Это деньги, это количество самокатов, это движение. Чем ты меряешь это? Отзывом от покупателей. Мне реально нравится продавать хороший, качественный, оригинальный товар. Потому что я получаю очень много отзывов от людей, которые его уже используют. Расскажу, была такая история в продаже. Приехал отец покупать сыну самокат. Сын прокатился, они купили самокат. Через 2 часа звонит отец, говорит: слушай, мне нужен такой же, если можно помощнее. И я понимаю, что этот товар, он подходит всем. Когда к тебе приходит покупатель, на что он больше всего обращает внимание при выборе самоката? Больше всего он обращает внимание на годовую гарантию и на то, чтобы эта продукция была оригинальная. Чтобы это не была какая-то китайская подделка. А где ты берешь технику? В Китае? Здесь где-то закупаешь? Мы работаем напрямую с Китаем, с заводом Geelong. То есть они под вас как-то подделают или вы просто берете стандартные модели? Нет, мы берем стандартные модели, одни из самых продаваемых на рынке. А думал вообще создать свой бренд какой-то электроники?
Ну, о своем бренде на данный момент не задумывался, потому что самокаты Kuga, они известны во всем мире и их очень хорошо покупают. Это уже раскрученный бренд. Ну, честно говоря, у нас я не видел их рекламы. Вы занимаетесь как-то, кроме прямых продаж, еще и промоушеном? Пока что нет, но скоро все узнают о этих самокатах. То есть план заключить с ними эксклюзив, да? Вы продаете свои самокаты. Какими методами вы это делаете? Честно, у нас много методов. Вот просто расскажу, как у нас это все работает. Мы с самого начала задействовали площадку OLX. Пошли оттуда продажи. Мы поняли, что нужно расширяться. Мы подключили Prom.ua, потом создали сайт, нагнали туда трафика, сделали Instagram, взяли все инструменты, которые только можно взять. И самый глобальный инструмент, который начал приносить прям скачкообразный рост, это была работа по дропшиппингу. Когда я начал работать по дропшиппингу, давать свой товар людям на продажу, тем людям, которые ищут нишу свою, которые еще не знают, чем заниматься, но у них есть желание, у них есть идеи, как продвигать можно чей-то товар. Через это сразу пришло умножение. С самого начала мы начали продавать там по одному, 2 самоката в день, то сейчас мы продаем минимум 10 самокатов, только в розницу. В день? В день. Круто. Вопрос, можно сказать, личный, потому что у меня многие спрашивают, я сам не знаю ответа на этот вопрос. По поводу OLX, объявления делать платными, как прописывать объявления, какие рекомендации можно дать? Ну, конечно же, платные объявления, они эффективнее, но у нас есть специально разработанная стратегия по продаже электросамокатов на OLX. Она как раз-таки будет входить в ту франшизу, которую мы сейчас упаковали. А тем, кто занимается вашим дропшиппингом, вы ее еще не озвучиваете? Пока что нет. А какой бюджет вы тратите на продвижение своего товара? Сколько вам обходится одна продажа? Одна продажа обходится примерно 200 гривен. Это если взять все площадки, на которых мы рекламируемся суммарно. И какая самая выгодная? OLX, Instagram, лендинг, таргетинг? На данный момент хорошо работает OLX и Prom.ua, но также неплохо подключается Instagram. Работает все, работает абсолютно все. Главное это качественно, правильно настроить. Сейчас много уже крупных компаний, которые занимаются электротранспортом. Ну, например, Citrus. Как вы с ними конкурируете или вы не конкуренты друг другу? Честно, мы с ними не конкурируем, потому что они делают нам рекламу. Если мы едем по городу, мы видим на больших билбордах, мы видим по телевидению рекламы электросамокатов. И люди, смотря эту рекламу, они начинают искать, где можно достать этот товар подешевле. У нас одна из самых низких цен в Украине. Поэтому, когда Citrus рекламирует свои электросамокаты, большую часть клиентов забираем мы. Поговорим о цифрах. Какой оборот твоей компании, какая рентабельность? Мы в день продаем самокатов примерно на $3000. Из них 30% это чистая прибыль. То есть чистая прибыль с учетом всех издержек? С учетом, да, даже с учетом рекламы. Как вы организовываете ваши продажи? Сейчас у всех есть голубая мечта, что поставил кнопку на сайте, оплатили, товар приехал и не нужен отдел продаж и тому подобное. У вас есть отдел продаж? У нас есть отдел продаж, но он состоит из одного человека. У нас есть команда, она состоит из маркетолога, того человека, кто следит за всеми рекламными кампаниями, следит за бюджетами, и тот, кто отдает заявки уже в отдел продаж. А сама механика продажи, вы как делаете? Вы закрываете на тест-драйв или просто продаете в лоб? Честно, мы в лоб практически не продаем. Мы выбрали такую стратегию продавать через тест-драйв, и она очень успешная. За всю практику у меня всего лишь 2 человека отказались от покупки после того, как прокатились на электросамокате. А какая у вас конверсия в тест-драйв? Половина приходит на тест-драйв. Людям интересен этот товар, они его много видят, они интересуются, ищут в интернете, находят наш сайт и записываются на тест-драйв. А есть ли у вас офис, магазин или у вас склад и все? У нас есть склад, и там же есть сервисный центр, где мы обслуживаем, ремонтируем электросамокаты. А где вы тест-драйв тогда проводите? Стратегия очень проста. Когда человек оставляет заявку на тест-драйв, мы перезваниваем ему и договариваемся о выездном бесплатном тест-драйве. То бишь наш курьер выезжает, показывает электросамокат, дает человеку прокатиться. Мы это делаем абсолютно бесплатно. Для чего? Потому что мы знаем, что 95%, что этот человек приобретет товар. А вы не планируете их сдавать в аренду или что-то такое? Мы сейчас общаемся с людьми, которые хотят сдавать в аренду за оптовые поставки. Мы будем поставлять их оптом.
Если бы сейчас начинал заново, выбрал бы то же самое направление или, может, как-то менял? Честно, мне очень нравится заниматься электросамокатами, потому что очень крутой фидбэк от тех людей, кто уже купил. Реально классные отзывы. Люди берут самокаты, покупают себе, покупают на подарок, они возвращаются и покупают их еще и еще, потому что это действительно тот товар, который приносит людям радость, не какая-то подделка, именно оригинальная продукция. Мне действительно нравится заниматься ими. Такое направление, как электромотоциклы. Я сам хожу, посматриваю на них, очень симпатично выглядят, но даже еще не пробовал кататься. Не планируешь расширять модельный ряд? К следующему сезону у нас будет полная расширенная линейка электротранспорта. Мы планируем добавить квадроциклы, электросамокаты, также электромотоциклы. С точки зрения бизнеса, чего вообще не стоит делать при продаже электротранспорта? Но в первую очередь нужно обратить внимание на поставщиков, на тех людей, с кем ты работаешь. Китайцы, они сами себя подделывают. Если один и тот же самокат выпускается в одном городе с одной и той же маркой, это не значит, что он оригинальный. То есть нужно оригинальный самокат находить, а вот по поводу обслуживания, батареи, всех вот этих вещей, вы сами берете на себя гарантию или это производитель вам что-то дает? У нас есть годовая гарантия от производителя, но также у нас есть сервисный центр, в котором мы обслуживаем электросамокаты. Вообще, в принципе, там ломаться особо нечему. Есть плата, батарея и бортовой компьютер. Ну и, конечно же, мотор-колесо. Это те агрегаты, которые служат достаточно долго. То есть обращений о ремонте немного? В основном люди обращаются из-за неправильного хранения электросамоката зимой. Они хранят в гараже, в холодном месте, и из-за этого выходит из строя батарея. Мы продаем также отдельно все комплектующие, но самая часто распространенная поломка – это батарея. По поводу электросамоката. У нас еще огромная аудитория, которая на них не ездила, не знает, что это такое. Расскажешь более подробно, в чем его плюсы, как он выглядит и что самое интересное в нем? Да, конечно. Окей, давай посмотрим. Какие самые ключевые точки боли в самокате? То есть это колеса, батарея, фары, там ломается эта штука. Как выбрать качественный для клиента? Нужно в первую очередь обратить внимание на батарею, потому что в подделках батарея стоит намного заявленных миллиампер. Обратить внимание, это прикольно, а как мне это проверить? То есть надо что-то подсоединить, как это работает? Смотри, в первую очередь нужно удостовериться, что это оригинальная продукция. На неоригиналах не будет джелонговских наклеек, да, пломб, их не будет. Точно так же нужно смотреть, чтобы в комплекте была годовая гарантия Geelong. Это сертификат с печатью. То есть если у Geelong что-то сломалось, ты можешь отправить в Китай, тебе вернут? Да. Угу. По поводу батареи понятно. Что еще там? Колеса, рама? Смотри, здесь особо нечему ломаться. Здесь стоит мотор-колесо, есть аккумулятор и плата, и бортовой компьютер. На оригинальной продукции это практически не выходит из строя. В этой модели конкретный ответ на боль был в том, что они убрали колеса, в которых есть воздух. Они сделали резиновые колеса и добавили задний амортизатор. Если что-то случается, есть годовое обслуживание, в котором мы можем заменить продукцию или обслужить ее. Зимой на нем можно на работу ездить? Вообще зимой нежелательно ездить. А батарея, она не любит холода. Можно очень быстро убить батарею. А какие запросы у клиента? Вот он к тебе пришел, говорит, хочу на работу ездить. В основном покупают для работы или для развлечений? Разные. Есть разные клиенты. И один парень пришел и спросил, он 20 километров проедет? Я говорю, да, от полного заряда с твоим весом. Он как бы повыше меня, и покрупнее, с твоим весом проедет. Я говорю, а зачем тебе? Начал вести с ним диалог. Он говорит, смотри, я от работы нахожусь 20 километров. Я просчитал, если я доберусь до работы, заряжу его там и поеду назад. Мне хватит этого километража или нет? Даже есть и такие люди. Смотри, допустим, я сейчас хочу начать продавать электросамокаты. Давай пошагово. Что мне делать? Первое. Первое, ты можешь просто написать в комментарии, что я хочу начать, но не знаю с чего. Я лично сам отвечу, я помогу, расскажу, с чего начать. То есть люди могут тебе задавать вопросы, ты им будешь отвечать? Да, совершенно верно. Я расскажу самые такие первоначальные шаги, которые можно сделать для того, чтобы начать работать по дропшиппингу. И в дальнейшем, конечно же, уже будет интереснее работать, закупая товар более дешевле, покупать его оптом.
потому что наценка будет больше. Допустим, по поводу поставщика я определился, например, могу брать у тебя самокаты. Что мне дальше делать? То есть взял я себе два самоката, сижу на них, смотрю, что дальше? Первое, с чего ты можешь начать, это с объявлений на OLX. То, с чего начинал я. Я взял, выставил два объявления на OLX, просто банально их проплатил и ждал, пока мне позвонят. Потом, когда мне позвонили, я понял, что эти самокаты можно продавать и в других городах. Я выставил объявление на самые крупные города. С одного города мне позвонили. Я тут же проплатил, и начали приходить звонки. Потом я выставил, где только можно эти объявления, и звонки начали мне приходить. Вопрос следующий. Допустим, я начал получать лидов, начал уже продажи. Если возникают вопросы по поводу качества, по поводу самоката, возвратов, еще каких-то, как этот механизм, допустим, я могу себе выстроить? Это мне к тебе обращаться или это уже мой вопрос? Смотри, оригинальную продукцию Куга можно отправлять на завод. Это можно делать как через нас, так и самому. Это очень легкая процедура, поэтому в этом нет сложностей. Смотри, я полный ноль в этом бизнесе. Как мне максимально быстро стартануть, чтобы начать получать прибыль? Ну, ты можешь просто стать моим партнером. Это прикольное предложение. А что это значит? Но это значит, что я могу поставлять товар по дропшиппингу. С самого начала тебе не нужно вкладывать свои деньги, тебе не нужно где-то их занимать, искать инвесторов, чтобы вложить в самокат. Но ты можешь написать мне, даже просто в комментариях, я отвечу, расскажу, как это сделать все пошагово. Только расскажешь или можешь посоветовать того, кто организует, допустим, маркетинг, или как? Я могу рассказать, как у меня это работает, для того, чтобы ты уже начал с первых дней получать лиды и мог продавать этот товар. Как я понимаю, у тебя большая часть продаж состоит из работы с твоими партнерами, правильно? Как ты вообще работаешь с партнерами, как ты их находишь? У меня уже очень хорошее имя, и люди, они находят меня или в интернете, или через кого-то, через отзывы, обращаются ко мне, чтобы сотрудничать со мной. С партнерами как выстраиваешь отношения? Что самое главное? Но вообще я стараюсь с партнерами общаться лично, потому что когда они пишут нам, в нашу компанию, они хотят говорить непосредственно со мной, а не с помощниками, потому что у меня уже есть имя. Я стараюсь каждому уделить время. То есть большую часть твоей работы занимает общение с партнерами? Да, я учу их, наставляю и помогаю им, чтобы они уже начали делать первые продажи. А как распределяется доход на партнеров? Ты с ними делишься процентом, каким-то от прибыли, от оборота, от чего? Вообще у меня система выстроена так, что я отдаю хорошую часть ребятам, которые со мной находятся в партнерских отношениях. Я отдаю 30% от чистой прибыли. Это достаточно неплохой процент, в котором человек, не вкладывая свои деньги, получает уже первую прибыль. А по поводу прибыли, ты имеешь в виду наценку или в принципе прибыль минус затраты? Чистую прибыль, уже без затрат, без ничего, именно чистую прибыль. А затраты твои или их на рекламу? Ну, в принципе, по дропшиппингу люди работают в основном OLX, Пром, но те, которые более смышленные, они подключают еще остальные рекламные площадки, и у них цена заказа выходит примерно 100-200 гривен. А по поводу дропшиппинга, можешь более детально пояснить, как это выглядит, что это такое? Да, если честно, все очень просто и открыто. Получается, человек, который находится со мной в партнерстве, он получает заявку, может он ее обработать. Если он ее не может обработать, мы ему в этом помогаем. Если он ее может обработать, он скидывает мне готовую карточку клиента. Если это отправка почтой, то он скидывает мне все данные. Если это самовывоз или доставка, он мне скидывает номер телефона. И я или мои помощники уже общаемся дальше с этим клиентом. Все очень просто. Мы продаем товар, завершаем полный цикл сделки, и после того, как была продажа подтверждена, я перекидываю эти 30% на карту человеку, который со мной в партнерских. А если я хочу получать больше, чем 30%, это возможно? Да, это возможно. Мы работаем также по опту. Мы продаем оптом электросамокаты как в Украине, так и в России. У нас много людей, кто покупают большими партиями, потому что мы работаем напрямую от завода. А цену я могу уже устанавливать свою? Цену на продажу, да, вы можете устанавливать уже свою. Но если вы работаете по дропшиппингу, есть определенные правила, с которыми я вас ознакомлю. А насколько я понимаю, то есть еще вариант, когда я просто тебе даю там обращение клиентов, и ваш колл-центр сам закрывает. Да, есть. Проценты остаются те же?
проценты остаются те же. Но в дальнейшем мы учим того человека, мы выявляем партнера, который не может еще продавать, мы его обучаем, мы ведем с ним общение, чтобы он мог закрывать полный цикл сделки. Так это ж мне как партнеру не очень выгодно. Так мне нужно две части работы, а так одну делать. Но когда человек может хорошо общаться по телефону и закрывать продажи по телефону, у него идет больше результат, больше прибыли. Я знаю, что у многих сфер товарного бизнеса есть одна боль. Новая почта отправляют, товар пролежал, возвращается обратно. Есть ли у вас такое, и как вы работаете с регионами? Все очень просто. Мы отправляем товар в любую точку, в любой город без предоплаты. Хочу сказать по статистике, что 90% людей, они забирают свой заказ. Что вы делаете с теми, кто не забирает? Или просто забыли, забрали и ничего? Ну, если честно, у нас столько заказов, что бывает такое, в город, который мы отправили, посылка лежит, ожидает. Мы ждем примерно 3 дня, но из крупных городов поступают ежедневно заказы. Мы перенаправляем заказ на человека, который находится в этом городе. А вообще, насколько я понимаю, электротранспорт, он для лета, поэтому бизнес сезонный. Что ты делаешь зимой? У меня всегда есть товар, который продается очень хорошо. Можно сказать так, хайповый товар. Поэтому для тех людей, которые со мной сотрудничают, для партнеров, всегда есть что-то интересное, чтобы можно было зарабатывать и продавать. А что это было прошлой зимой? Прошлой зимой мы продавали мишек из роз. Может, слышали о таком? Хайповая тема, Да, да? и она зашла очень хорошо. И по традиции, в конце каждого выпуска наш герой дарит вам подарок. И в этот раз подарок будет за самый интересный комментарий. Какой будет подарок? Это будет личная встреча, на которой я покажу свой бизнес изнутри, все процессы и проведу бесплатный тест-драйв. Ну что ж, друзья, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и до новых встреч!